день, дорогие подписчики. Сегодня видео будет немножко отличаться. Сегодня не будет никаких обзоров банкнот. И да, кстати, я не хвастаюсь тем, что у меня есть американские доллары. Сегодня видео немножко о другом будет. Отвечаю на вопрос, почему американские доллары сразу. Смотрите, ситуация следующая. Как-то в поисках очередной бизнес-ниши, связанной с банкнотами, с коллекционированием, я обратил внимание на то, что люди покупают современные двоечки, единички доллары, и каждый это делает по своим соображениям. Кто-то говорит, положу в кошелек на счастье, кто-то говорит, просто никогда у меня не было UNC-шки, абсолютно новый. Кто не знает, что такое UNC, это uncirculated, то есть банкнота, которая не была в обращении. Она либо идеально новая, либо тоже она не была в обращении, но на ней есть какие-то следы повреждения, не связанные с обращением. Бывает такое, там угол загнут, еще что-то. Так вот, я сделал для себя вывод, то есть люди покупают доллары без какой-либо коллекционной ценности, а просто потому, что у них в моменте появляется вот эта эмоция, желание обладать чем-то великим, ничего другого, кроме доллара США, либо там евро, скажем, эквивалент. Там другая история в евро. Золото, серебро, бриллианты, ничего другого, собственно, никто не придумал драгоценного. Поэтому у нас есть такая эмоция, вот мы хотим обладать. Естественно, каждый в меру своих возможностей. И поэтому я подумал, а почему бы не попробовать такую бизнес-линию, как мелкие американские доллары, но только попытаться хотя бы чуть-чуть окунуться в историю, немножко окунуться, попытаться найти какой-то интерес. И я вот, кстати, я сейчас сделаю в этом видео подсказку на видео вот про вот этот доллар, где, по-моему, я сейчас вот не скажу, в этом видео я рассказывал или нет, вот чем он примечательный, почему он такой порисованный, почему он этим же и интересен. Пусть он даже немножко порисован. Вот. Буду не пальцем тыкать, а указывать вот такой вот ручкой. И вот, собственно, с этого доллара началась вся вот эта история, эпопея, которую я вам хочу рассказать. Поэтому видео не обзорное, а видео будет для ценителей, инвесторов, для людей, которые ищут что-то новое в коллекционировании и инвестировании. Давайте ставьте на паузу, заваривайте чаек, кофеек и поехали. Как я уже сказал, я начинал вот с этого доллара. Начал абсолютно случайно, взял его за пару долларов. Продавец просто навязал мне, сказал: возьми, классная штука, классная история, классная предыстория, возможно, когда-то выстрелит, скажешь спасибо. Тем более он говорит, хочу там за нее $2, собственно, просто 2 цены от номинала, и не то, что я тебя на этом нагреваю. Я посмотрел по аукционам, да, действительно, 2 цены, 2х, давайте будем сокращенно, как на бирже называть, иксы, да, это как бы множитель, сколько цен, сколько 100%. Так вот, если брать 2х от номинала, действительно не так уж это и много, независимо от того, в каком она состоянии. Год 35, буковка А, насколько я понимаю, это то ли там какое-то допечатывание, то ли какое-то замещение, потому что вот видите, есть вот, если вы не обращали внимания, если вы знаете, ну хорошо, кто может не знать, видите, есть год, просто пишется серия и года такого-то, а есть вот здесь, лучше видно, хорошего качества банкнота, видите, с буковкой А. Вот. Так вот, и я начал обращать внимание. Может, для вас, пишите в комментариях, вы вообще знали, что такое бывает. То есть
Если для вас это была известная информация, ну, поздравляю, для меня как бы это было в новизну. И я разобрал для себя так, что есть банкноты, значит, есть послевоенные. То есть, еще раз, я направил свой взор именно на доллары США. Почему? Крепкая валюта сама по себе, то есть в ней, что это значит? Что в этой валюте, как в золотой монете или серебряной, да, есть часть стоимости металла, есть коллекционная стоимость. Так вот, в долларе США, как в золотой монете, в ней есть ее стоимость неснижаемая и коллекционная стоимость. Ну, согласитесь, вот если я возьму этот доллар, даже 57 года, и приду и захочу что-то купить на него, давайте в идеале в Америке, да, ну, я понимаю, что если в какой-то другой стране, возможно, какие-то проблемы, я не буду спорить. Давайте в США я прихожу вот с этим долларом, вот смотрите, в таком состоянии хорошем все. Вы что, считаете, что у меня его не возьмут или нет, конечно. 100% он имеет хождение. Вот. И вот, значит, я обратил внимание, что некоторые года идут с буковкой А, то есть вы можете собирать как чистый год, так и с буковкой А. Далее, что еще интересного я стал замечать, вот здесь я сейчас, вот то, что вы видите в пластике, это то, что я отложил, скажем так, инвестиционно-коллекционно. То есть я это не планирую продавать. Вот то, что я отложил, я вам сейчас показываю. Ничего мы обозревать сейчас не будем. Только просто смотрим, а уже как-то позже я порассказываю про банкноты. Далее смотрите, я стал разбираться, я обратил внимание на то, что есть банкноты, у которых есть звездочки. Звездочки, насколько там есть информация, это якобы замещение там какое-то куда-то там. Ну, я еще пока не шибко в этом разобрался. Значит, есть буква, да, вот у нас идет буква, номер, буква, и есть звездочка, номер, буква. И третий вариант, буква, номер, звездочка. В интернете я нашел информацию, что люди коллекционируют банкноты вот эти со звездочками. Естественно, чем лучше состояние, тем лучше. Я пока не знаю, в чем такая огромная их ценность. Я здесь на канале вам честно говорю, как есть, потому что я только начал эту, скажем, линейку отрабатывать, и, естественно, я тоже не могу всего знать. Вот. И таким образом, в общем, я выбрал для себя просто год с буквой и звездочка перед серийным номером и звездочка после серийного номера. Дальше, естественно, я начал свои поиски на просторах интернета. И что я вам скажу, дорогие друзья, что есть банкноты, мы же с вами инвестора, правильно? Есть банкноты, которые относительно легко купить. Каждый раз я стараюсь объяснять слово «купить». В каждом видео я его расшифровываю. Купить — это не означает взять, достать любую сумму из кармана, заплатить и получить желаемое. Купить для меня, и я надеюсь для вас, кто меня смотрит и слушает, это приобрести выгодно. Выгодно приобрести вещь и либо положить ее в коллекцию, любоваться ею все оставшееся время, либо, возможно, найти покупателя на эту вещь с прицелом, чтобы хорошо заработать. Как минимум 2 цены, потому что мы покупаем всегда 2 вещи, например, если мы хотим в коллекцию. Одну мы продаем в 2 цены, вторую оставляем себе. Таким образом вы удовлетворяете свое
желание коллекционера и свою эмоцию, и у вас остается банкнота. И вы, в общем, ничего на нее не потратили. Также вы, скажем, удовлетворили свое желание инвестора и, в общем, заработали даже что-то на этом. А представьте, если вы угадали с банкнотой, а она еще и подорожает еще куда-то. Вот, поэтому что мы делаем? Мы покупаем по 2 банкноты. Это я тоже для себя новую линейку вывел. Для кого-то, опять же, она может быть и не новая. Вы пишите, кто уже давно пользуется этим правилом. И тогда другим будет более понятно, что это не какое-то там мое ноу-хау, а очень даже распространенная история. И по поиску сейчас я сделал такой вывод. Смотрите, 28 год. 28 год. За приемлемые деньги найти в мире очень-очень тяжело. Я нашел поставщика, который отправляет только по Америке. Слава богу, у меня родственники разбросаны по всему миру, поэтому я попросил, он бесплатно по Америке отправляет, а родственники письмо мне уже сбрасывают в Европу, и так я получаю эти банкноты. И так я их получаю по хорошей цене, потому что в Европе банкноты 28 года, если я не ошибаюсь, 20 плюс евро, вот даже в таком ушатанном. То есть, грубо говоря, если у вас в хорошем состоянии будет 20 банкнот, я думаю, что это будет больше 1000 евро, это однозначно. И продать вы сможете эти 20 банкнот аж бегом. Вот состояние получше, но это 53 год. Это 53 год, тоже вот с какой-то буковкой А. Здесь G, D и G тоже. И еще у меня вот одна такая есть. Я вам сейчас покажу. Я ее недавно выставлял на аукцион. Не смотрите, это пленка грязная. Это австралийский доллар старый. Тоже, кстати, раритетная штука. Вот, это 53 год тоже. Ну, такая она, видите, подуставшая, конечно. Вот. Так вот, 28 год очень тяжело. 53 год есть. Они есть, но опять же, то, о чем я всегда говорю, что доставка съедает все. То есть вы берете одну банкноту, она вам обходится в какие-то космические деньги. И давайте не забываем, что не все страны бывшего СССР сейчас могут получать с eBay посылки. Есть еще вот такая история. Поэтому, к сожалению, есть как есть. Я, кстати, планирую на новом аукционе выставлять лоты, когда у меня, наверное, время все-таки найдется. И если что, я смогу продавать в Украину. Доставка будет обычной почтой. Я вам сейчас скажу, комбинированная доставка, ну, наверное, долларов 7 где-то будет. Это до 100 грамм. Ну, это много. Ну, это 15, наверное, банкнот, может быть, 20. 7 долларов будет доставка, я так думаю. Поэтому, если кому интересно, пишите в комментариях или на почту пишите, ну, на сам YouTube канал, там должна быть ссылка на почту или на Facebook. Пишите и что-то придумаем. Я даже буду заинтересован, если кто-то будет заинтересован брать в количестве банкноты, то я думаю, договоримся. И вот, в общем, к чему я веду. Взял я это, настроил эту всю линейку и начал потихонечку запускать. Вот очередной аукцион. Вот я отложил, смотрите, пачку. Ну, то есть, чтобы вы понимали, у меня много этих банкнот. Я не сижу вам здесь, не рассказываю, что я где-то нашел там вот эту вот старенькую, бедную, и вдруг стал коллекционером долларов. Вот это вот будущий аукцион. Что у нас здесь? У нас здесь в конце звездочка, 53 год, видите, более живая, 53-й,
35-й, 57-я, живая тоже. 57-я, смотрите, какая живая. И так далее, так далее. Двоечки 28 года я не продаю. Почему я не продаю двоечки 28 года? Потому что я считаю, что сейчас это топ-тема для меня. Я думаю, это топ-тема, потому что, ну, сказать честно, я даже не хочу сейчас много чего озвучивать. Мне, если честно, самому смешно с того, что я говорю. Ну, вот элементарно. Буквально 2 слова я отдельно запишу. Вот сейчас я возьму. Вот я получил банкноты Мексики. Я их еле-еле сейчас выдер 2 штучки за нормальные деньги. Даже не буду говорить какие. Ну, смешные деньги по цене бутерброда. Да, она уставшая, все. Все, их нет. $100 и выше. Это вот это рваное. А вот это вот я даже не знаю сколько. Это я не разобрался. Это то ли деньги, то ли как они, не облигации, а как. Нет, это деньги. Вот. Еста билеты циркуляра. Кстати, по-румынски еста это тоже является билетом из оборота. Да, это, то есть, это натуральная деньга. Так вот, все, $100 и выше. Вот тебе и взял, сказал. Я не знаю. У меня 200 подписчиков, понимаете, 2 человека каких-то услышали, пошли их купили. Сейчас я хочу их собрать вот так вот, хотя бы штук 50 до сотни. Я их собрать не могу. Но по $100 я их, конечно, покупать не буду. Поэтому, скажу вам честно, я с одной стороны хотелось бы много чего рассказать, а потом думаешь, ты будешь сам себе говорить в убыток. Хотя канал у меня не 10 тысяч человек там, чтобы сказать, что прямо все побежали, рынок подорвали. Но тем не менее, ну да ладно. Давайте так, лирику в сторону. Я считаю, что 28 год двоечки и пятерки. Не помню какой год, все, говорю откровенно, я не помню, 30 какой-то, по-моему, там, или что там, пятерки. Это сейчас ударная тема будет. Будет супер ударная тема, в каком плане? Вот есть там $50, взять их сколько можешь на эти деньги, положить и все, вообще не трогать. Все, и потом через 4 года или через 3 продать их в 3 цены. Хотя я вон про Мексику и про Венгрию я тоже говорил. Положить и через 4 года продать. Все, за Венгрию ничего говорить не буду, потому что у меня сейчас на аукционе я бедую на 4 банкнотах, чтобы мне еще никто не перебил. Хотите смейтесь, хотите нет. Ну а что? Ну я их покупал по $4, эти банкноты. Сейчас 25 евро. Я уже лично купил одну за 17, одну за 18. Ну вот хотите смейтесь, хотите нет. Вот и все. Они были $4. Они эти не нужны были, эти форинты, никому и даром. Вы не поверите, дошло до того, что я даже на украинских аукционах начал их выискивать. Но, слава богу, на украинских аукционах они по 1500 гривен. То есть, ну, это еще выше получается. И, ну, ладно, кто там купил себе, да и купил. Все, на этом по доллару я рассказал то, что я хотел. Делайте выводы. Можете, так сказать, впрягаться в эту историю, можете не впрягаться. Маленький спойлер. Вот это вот будет следующая тема. Я нашел поставщика, который изготавливает вот прям такой вот буклет, жалко нельзя его показать, и его можно покласть. Это оригинальная банкнота, это UNC банкнота, вот она, видите? Это не подделка, это не просто там, ну, полиграфия. Вот он кладет UNC-шечку и вот так вот изготавливает. Ну, в общем, красиво получается. Что меня устраивает в нем, то, что он продает на загал украинскую мову, да, ну, всем. Там цены сумасшедшие, то есть там цены, самые дешевые банкноты, там 15, 20, 30, 40 евро. Я буду выдергивать те банкнотки, которые я знаю. Это песо 100% я знаю улетит, тем более в таком состоянии. UNC и уже готовая с информацией.
Все, в общем, по ней я как-то сделаю отдельный обзор. Все, люблю вас всех, обнимаю. Как сейчас модно говорить, поднял, перевернул, поставил, бросил. Боже, какие гадости я наговорил. Я вас всех люблю, мои подписчики. Будьте здоровы, мирного неба.